Ну что же, всем привет! Давно не слышались, давно не виделись. Это краткий обзор персонажа. Поговорим про сервер, поговорим про топов. Мне уже пишут везде: покажи топов, покажи топов. Сегодня обязательно покажу. И в Телеграме пишут, и в игре пишут, и на Ютубе пишут. В общем, сегодня коротко пробежимся по игре, по персонажу. Поделюсь некоторыми мыслями. Расскажу некоторые нюансы, но все максимально коротко, потому что особо, как я уже и говорил ранее, показывать нечего. Давайте начнем с персонажа. На данный момент вот такого персонажа имеем. Вот такая у нас стата. Потихонечку растут герб, артефакт. Кольца пока 70-е. Ну, а остальное уже все красненькое. Крит выше 100%, блок тоже выше 100%. Здесь 6 уровень, 5. Драконий узор потихонечку качается, это аналог татуировок. Честь, значит, медаль 122 уровня, сама честь максимального уровня. Ну, позванки видно. Личная честь. Ну, вот нас здесь 8 человек, вот анестезия еще подходит, 9 человек. К 400, я думаю, уже на самом деле есть 400 тысяч у него. Вот 8 человек нас. Ну, у нас уже, наверное, порядка 1,5 недель. Кто-то раньше добежал, кто-то. Ну вот, первые 8 человек мы прям быстро набили честь. Что дает нам честь? Честь, соответственно, дает нам усиление. То есть прибавляет 55% к урону и снижает входящий на 27,5%. Так, что по шмоту? Шмота немного. Почему? Потому что я не доначу сюда так, как донатил раньше. То есть максимум, что я беру, это подписочки. Сейчас покажу, какие. Так, значит, беру премиалку и беру вот такую подписку. Ну вот она сегодня кончилась, поэтому нужно будет брать и одну, и вторую. Ну вот, по сути, 3 вот таких подписки. Без них, на самом деле, играть, ну, очень тяжело. Очень тяжело. Так, ну по випу видно, да? Вип вот только 9, короче, стартанул. По БРу держусь в 30-ке. Когда 25-й, когда 26-й, когда 30-й. Иногда даже там за 32 что-то выбегает. Но в целом вот в топ-30 я держусь. По аватару. Значит, вот такой сет аватаров. Свет, электричество, огонь, вода и ветер. Ну, соответственно, нет только одного тьмы. Вот, на арене вода, огонь и свет. Вот так залит. Вот по потенциалу, что артефакты. Ну, здесь 4-й, 3. Здесь 2 вторых. Здесь вот выпал 5 я крафтил, но он выпал на физическую атаку, поэтому пришлось поставить на огонь. Вода, ветер. Ну, потихонечку это все качается. По шмоту, конечно, здесь вообще веселуха, потому что был момент, когда у меня все остальные сильфы были одеты лучше, чем свет. То есть рандом, выпадение шмота здесь достаточно интересный. Вот. Ну, то есть у меня, по сути, ветер одет так же, как и свет, а электричество и того лучше. Так. Немножко не хватает до Афины. Немного не хватает. Я думаю, ну, максимум 2 недели и будет Афина. Вот. До Венеры без доната дойти практически нереально. Ну, то есть это настолько долго, что, ну, гораздо проще задонатить и купить Венеру. Вот. Но я пока этого делать не планирую. Так, конюшня. Пока 2 левел, на подходе 3. Коней немного. То есть, ну, то, что выпадает, то, что можно забрать с каких-то ивентов редких,
тех забираю. Ну, забираю я, соответственно, вот отсюда, да. Пруд желаний. На подходе еще 2 коня. Надеюсь, не будет повторок. Потому что повторки выпадают очень-очень часто. Так, по шмоту я уже говорил, да, что здесь его немного, потому что немного доната. Специализация раскачана вот так, вот такие характеристики, потихонечку качается. То есть, сейчас покажу, насколько пройдена крипта. 75-й фулл пройдено, 80-й я даже не начинал, потому что я еле-еле 75-ю прошел. 80-ю, я думаю, там вообще пока нет смысла что-то делать. Так, путь к куполу. Здесь, значит, остался один босс. Пока его не могу добить, 200 тысяч ему оставляю и умираю. То есть, как бы я ни пробовал, пока не хватает атаки. То есть, чуть-чуть больше нужно атаки. Я думаю, может быть, дня через 4 я его добью и закрою 4-й этаж. Награды здесь жирные. Вот, ну и саму специализацию я сейчас покажу, точнее, боевой караул. Вот, значит, это аналог сопротивления, который у нас был раньше. Вот, а посередине это пробой. Здесь написано, что это, значит, снижение сопротивления. Ну, по сути, так и есть, снижение сопротивления, но по факту это пробой. То есть вот то, как у нас это было реализовано раньше, та же самая система и здесь. Центр начинаешь сильнее бить, все, что вокруг, раскачиваешь в равной степени и снижаешь входящий урон. Соответственно, здесь работает та же самая фишка, как у нас работала. То есть одну из стихий нужно выкачать на максимум. И по максимальному значению одной из стихий будет максимальное сопротивление урону. То есть, вот поэтому я прокачал максималку света, да, 50 уровень. И, соответственно, там минус 44% я получаю на входящий урон. Вот. Ну, а остальные потихонечку докачиваются. Так, дальше поехали. Астрология. Давайте с астралов начнем. Астралы вот такие стоят. Я думаю, кто играет, там не нужно рассказывать про каждый астрал, тут и так все понятно. Наблюдение за звездами тоже потихонечку качается. Так, общие статы покажу. Они плюс-минус у всех одинаковые на данный момент времени. Вот. Что еще? Играем мы с Матумом, да, как и в Вартюн Хох. То есть та же самая у нас пати, та же самая команда. Вот, есть у нас еще третий человечек. Сейчас его покажу. Топ-танк сервера. Вот, играем втроем. Отлично играем. Отлично сыгрались. В принципе, все проходим. Все проходим, кроме... еще пока не пробовали ходить в лес ад. Вот. Пора уже начинать, потому что потихоньку нужно крафтить золотой герб-артефакт. И потом переводить их в красную. А это все делается в лесу стихий на сложности ад. Сейчас покажу. Вот он. Вот, но у меня он пока даже не пройден. Я там ни разу не был. То есть пока ходим кошмар. Но надо уже начинать ходить в ад, потому что то же самое падает, по сути. Вот, БР, в принципе, уже позволяет, поэтому будем ходить туда. Так, что еще показывать здесь? Что еще вам показать? Слот. Давайте слот посмотрим. Слот. Здесь такую фишечку рассказываю, делюсь. Кто, может быть, знает, кто не знает. Вот эти вот эпические элементы, да, они здесь нафиг не нужны. Их очень дорого качать, и они дают в эквиваленте, да, затрачиваемых ресурсов
осколок руны, гораздо меньше, чем эпические элементы. Поэтому я сначала все поставил. То есть у меня фул было практически, там, может быть, штук 6 не хватало легендарок. В итоге потом сели, посчитали с ребятами и поняли, что нужно ставить эпические. Эпические элементы, они гораздо быстрее качаются и гораздо больше профита дают, поэтому вот потихонечку перестраиваю. Ну, здесь опять же стандарт. Атака, крит, крит-блок, блок. То есть общие параметры выглядят вот так. Не нужно там растрачиваться на какой-то на хп, на там физ, маг, защиту. Это все делается камнями в шмоте, то есть нивелируется туда, либо камнями в спецухе, то есть в специализации. Здесь вот ставите вот такой билд и все, не заморачиваетесь. Здесь единственное, что потом будете ловить вот такие навыки различные и под них уже подстраивать необходимые элементы. То есть, ну вот, здесь у нас физатака, она так и остается, качается, да, для того, чтобы сработал вот расход ярости на удар богов минус 6. А где-то нужно, например, маг-защиту. Ну, то есть, если вам нужен этот скилл, то да, вы потом можете поставить сюда именно легендарную маг-защиту. Почему? Потому что она будет давать больше на единицу. Да, вы ее будете долго качать, но один элемент даст вам, ну, много маг-защиты. Вот, то есть, хотя можете попробовать сначала эпичку закачать, то есть, если не будет хватать, то поставите легу. Таланты потихонечку тоже качаются. Здесь маг-дев, здесь воина перекос, ну, как и обычно, слабая маг-защита. Здесь тоже стандарт атака хп. Ну, а здесь пока мне все нивелирует слот, поэтому сюда вообще очки не трачу никакие. 112 уровень. Соответственно, доната мало, кубков мало. Кубки падают только вот с премиалки. Вот они. Вот. И всего их у меня потрачено здесь 3 штучки. То есть 3 штучки. Ну вот мы 3 месяца играем. По сути, 3 кубка и есть. Навык специализации 44, 22, 22. Вот. Ну и потихонечку все качается. Я честно говорю, я не знаю, что показывать, потому что, ну, вот тот, кто играет в эту игру и подписан на мой канал, все это знает, все это понимает. То есть, ну, я думаю, здесь ни у кого никаких проблем нет. Давайте теперь сделаю обзор на топов. Ну, прям сильно просили. Значит, топ-1. Смол, он сейчас раздетый. На ночь ребята снимают. Это вот топ-2 Вейс. Лучник. Тоже ребята снимают шмот для того, чтобы БК, Кошмар, все остальные могли проходить. Вот. Илюха играет вот с таким БР, с таким показателем. Так, а как же я вам сделаю обзор без шмота на ребят? Через гильдию тоже не получится, скорее всего. В общем, ребята мощные. Давайте так, посмотрите, 600к без шмота. Со шмотом там уже 800 плюс. Вот. По конюшне давайте тоже посмотрим. Душа зверя. Ну, видно, она на самом деле, по-моему, чуть-чуть больше. Здесь немножко уменьшенный показатель, насколько я помню. Вот, но примерно вот такие конюшни у ребят. Честь я вам показывал. Мощь аватаров вот такая. Вот. Второе место у Вейса. Уровень гильдии. The Dark, наша гильдия. Соответственно, боевой рейтинг гильдии. Ну и чем хорош наш сервер, это тем, что достаточно большое количество игроков играет. И очень много ребят, которые играли еще в DSM. Очень много ребят, которые играли в другие итерации этой игры. Кто-то там с Infiplay, Karam Game, там 101, ну и так далее. То есть вот
кто-то с Reborn сюда зашел. То есть, в принципе, все здесь люди, которые играют, они плюс-минус понимают, что это за игра, как развивать персонажа. Хотя здесь, конечно, как я уже и говорил, здесь очень сильный перекос в сторону урона. Ну, очень сильный перекос. То есть, как один из показателей, вот у меня 120 тысяч атаки, да, на мировом боссе, то есть я кидаю проклю, и вот этой вот ультой я наношу под 4 миллиона дамага. Под 4 миллиона. Вы можете зайти на мой канал на YouTube в видеозаписи и найти видео с Fortune Hoch, Hall of Heroes. Там видео, где я бью мирового босса. У меня там на персонаже 2,5 миллиона БР. Я бью его максимальной эволюцией сильфов. То есть там свет, тьма, Один. И я его бью, у меня там урон вылетает 8 миллионов. 6,5 второй ультой миллионов вылетает БР. И здесь ребята, которые просто, ну вот, например, танк, который на 100 тысяч БР больше, вот Чембер, сейчас покажу его еще раз. Вот, Чембер бьет 144 тысячи атаки, Чембер бьет максимальной ультой под проклей, причем прокли не максимальная, она там второго уровня из 5. 4800, то есть под 5 миллионов урон вылетает. Я напомню, что там, на том персонаже, у меня атаки было под 600к. Здесь 144, и разница, ну, между уроном минимальная. То есть, как я и говорил в начале, здесь дичайший перекос в сторону урона, и это чувствуется везде, это чувствуется на арене, это чувствуется на ПБ. Честно говоря, старый баланс нравился больше. Это правда. Здесь ты как будто все время по лезвию ножа ходишь, на какой-то грани. То есть ты бьешься, и ты на грани. Ты можешь с плюхи вообще просто улететь. Ты вроде танк, у тебя там должно быть дофига брони, ты должен танковать, но ты можешь реально здесь просто отлететь просто с одной плюхи. Причем от персонажа, который будет, ну, равный тебе по БР. И точно так же ты можешь своей ультой равного персонажа просто в одну тычку просто снести, и все. Ну, раньше это было нереально сделать. То есть, да, ты мог там снести, я не знаю, ну, половину хп, и дальше все равно продолжить эту стратегическую шахматную партию на скиллах, да, как-то разбирать. То есть, были такие бои, где ты дерешься в персонаже, выпрыгиваешь в сильфа, потом снова дерешься в персонаже, опять выпрыгиваешь в сильфа, и там вот на второй раз в сильфа ты уже добиваешь. Бывали вообще затяжные бои, что ты там по 3 раза прыгал в сильфа. То есть, и вот такой, ну, это, я не знаю, я оценил такие бои, честно. То есть, такая, знаете, длинная шахматная партия, и ты просчитываешь все с самого начала. Вот, а здесь, конечно, такого нет. Вот, то есть, ну, все равно сохранился какой-то элемент, но тем не менее. То есть, скиллбар на 6 скиллов. Ты можешь поставить навыки от лучника, да, там, какие-то навыки от мага. Вот прокля у меня стоит, например. Вот, руны, кстати, да, вам не показал. Вот, руны такие, PvP-шный хаос, ну и остальное база. Остальное база. Вот, по поводу гильдии. Гильдия у нас 2 гильдии, на самом деле. У нас гильдия Dark и академка гильдия Victory. Вот она. Гильдия Victory и Dark. У нас в землях 2 города. Столица. И вот Южный Град. Это наша академка. Там ребята чуть послабее БР. Ну, в Дарках, соответственно, максимальный БР у ребят. Вот, мы сидим в одном телеграм-канале, общаемся, друг другу помогаем. У нас такой очень-очень развитый телеграм-канал со своими правилами, со своими ответственными людьми. Каждый человек там отвечает в гильдии за какие-то определенные вещи. Кто-то следит за активностью, кто-то занимается телеграммом, кто-то там помогает академке. То есть, ну вот,
прям максимально круто все это у нас получилось сделать. Вот, Guildmaster — это топ-1 сервера, Small, Артур. Вот, очень крутой ГМ, четкий, строгий, понятный. Ну, короче, мы кайфуем. Хотя про нашу гильдию по серверу ходят очень нелицеприятные слухи, что мы там некоторыми вещами занимаемся за деньги, что у нас там гулаг, а не гильдия. На самом деле все это байки, чушь. Абсолютно нормальные ребята с абсолютно нормальными правилами, которые просто искореняют возможные конфликты между игроками. Вот и все. Причем очень многие правила заточены на то, чтобы другие гильдии не страдали. То есть, как бы там про нас плохо не говорили. Вот, я знаю просто, что будут ребята смотреть с нашего сервера. Все слухи про нас, все вранье. Все вранье. В гильдии очень круто, комфортно, ребята все прикольные. Вот. Ну, как-то так, ребят. Честно, не знаю, что показывать, не знаю, о чем говорить. Вот, ну, качаемся как обычно, как качались. Вот, единственное, что в этой версии игры я не доначу. Вот, наверное, поэтому и не показываю какие-то ивенты донатные, как я там закидываю, кручу рулетку там и так далее. Вот. Но в целом все то же самое, за исключением вот немножко нарушенного баланса. Если вдруг какие-то, ну, я не знаю, у вас появятся вопросы, что-то нужно будет рассказать, показать, ну, напишите в комментариях, потому что я, честно, ну, не знаю, для меня настолько все очевидно, я даже не понимаю, о чем вам рассказывать. Вот, напишите в комментариях, постараюсь показать, рассказать. Вот, если есть вопросы, можно написать, я отвечу, может быть, засниму прям какой-то отдельный гайд, не знаю. В общем, все, давайте, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайкосики. Я не знаю, нафига, мне они нафиг не нужны. Вот, но, короче, прожимайте либо пальцы вверх, либо пальцы вниз. Услышимся. Пока.